Но она всегда была очень такая шустрая девочка. Может, это и помогло ей выкарабкаться в своем роде, потому что она за все хваталась, тянулась как-то ко всему новому. Ну и до сих пор так. Ей все интересно, любознательная очень. Даже когда мы ее начинали лечение начали, когда она уже более-менее осознавала свой диагноз, можно сказать, что у нее и как. Она все равно старалась, слушалась врачей. Процедуры, когда что-то как-то, да, вот как-то насчет этого у нас спокойные врачи потом нам очень хорошие попались. Считай, как с детства, как начали с полгода, так и по сей день результаты очень хорошие, говорят со стороны врачи другие. То есть динамика положительная? Да, у нее такая форма гиперкинетическая, такая непредсказуемая очень. В любой момент может быть какой-то сбой. И потом даже насчет того, что ходить, было все под вопросом. Врачи никаких гарантий не давали. Просто лечите, говорит, дальше что будет, то будет. Ну, пошла. Массажи, лечение. Что делаете вообще? Да ничего, она дома сидит. Да. Я тоже. А ты часто приходишь сюда? Да, иногда тоже прихожу. Думаю, завтра тоже пойти погулять. А вы реально прям списались в Телеграме? Да. Да, потом встретились, пообщались. Я ее так сразу с первого этого как поняла быстро. Начали общаться. Здорово. Тебе удается писать в Телеграме, да? Да. Да, и там у нее есть программа, помогает ей. Но она тоже хорошо что пишет в Телеграме. А что за программа? Она ей помогает, например, напишет слова, она читает за ней. Они понимают, но они разговаривать не могут у меня. Когда они родились здоровые совершенно у меня. Да? Да, мы прививку сделали АКДС, и от прививки у них судороги начались. АКДС это что? Ну вот, что вот идет по профилактике для детей, мы то и делали. Вот от этой АКДС у них судороги начались. Из-за судорог у них развитие не то что встало, оно пошло в обратную сторону. Они уже и разговаривали, они уже все понимали. Это в каком возрасте делали? В полгодика, в год, как положено по профилактике, с поликлиники же звонят, приходите, делайте прививку. Мы делали. Но перед этим, естественно, врачи их осматривали, смотрели, они здоровые, нормально. Можно делать? Можно. Сделали прививку. Сначала у Хусана судороги начались, потом у Хасана. Я с больницы не вылазила. Сначала с одним, потом со вторым. Только с этим выйду, опять с этим. Им нервничать нельзя. Вот до сих пор мы пьем противосудорожные препараты. Нужно все по времени. Слишком нервничать им нельзя, возбуждаться им нельзя. Вот такой умеренный образ жизни должен быть у них. Не дай бог вот никому видеть вот эти вот судороги. Я вот что пережила, говорю же, это вообще, это очень тяжело. Первый раз судороги у нас случились, где-то полгодика было Хусану. Он лежал в кроватке, у них было 2 кроватки, один в одной кроватке, один в другой, а я посередине. Я у мужа еще жила. Слышу что-то, вот такой вот звук. Как будто задыхается, подхожу, его трясет, язык закатывается, глаза закатились. А я же в такой ситуации не была, это первый раз для меня. И я не знаю, что делать. Мы давай скорую звонить. Пока скорая приехала, язык этот вот так вот, он мне прокусил аж до кости вот так вот. У него же зубы вот так зажимаются. Приехала скорая, забрала нас в больницу. Через какое-то время у Хасана то же самое. И вот мы только с одним полежим, со вторым в больнице, с этим полежим, опять с этим. И вот это было лет 5. Ну, потом нам уже врачи выписали конвулекс. У нас много препаратов было. И смотрели, какие им больше подойдут. Сначала бензонал выписали. Бензонал, он тормозит вообще развитие. Потом депакин тоже сказали тормозит. И вот сейчас нас посадили на конвулекс. Мы состоим на этом психоневрологическом диспансере на учете. Вот, по инвалидности. Нам уже инвалидность дали, инвалиды 2 группы. Вот живем на инвалидность. И потеря кормильца, у меня муж умер. Сколько уже? 7 лет назад у меня муж умер. И вот с тех пор я вот одна с детьми. Там, получается, нет основных причин, почему вообще аутизм появляется и геометрической прогрессией растет вообще в целом. После ковида, говорят, еще больше. Вот сейчас последние уже как бы наблюдаю. Если раньше слышала, там все равно же узнаете родителей, узнаете, там обращаются уже за советом. И в любом случае получается, что контактируем между собой родители. Сейчас, 19, 20, 21 год, очень большая тенденция. А причин нет. Кто-то связывает. Мы не прививки. Я изначально от прививок отказывалась. У меня не прививка. У меня ребенок, во-первых,
раньше срока родился, сам по себе он слабым был, но развивался нормально, начинал говорить. Ничего не предвещало беды до того момента, как он вот с очень низкого дивана упал. Было сотрясение мозга. Прям, первые симптомы сотрясения была рвота. Мы пролежались в больнице, и после этого все, он замолк полностью. Это было год и 5, год и 6 месяцев. До этого момента он уже предложениями мне говорил. И вот поэтому нету единой причины, прививка. Кто-то, скорее всего, мозг развивается потихоньку сам. Если бы какие-либо со стороны не будет вмешательств, вакцина, она тоже сама по себе очень сложная. Организм ее тоже сложно переносит. И если бы нормальный ребенок был бы, он просто перешел бы этот период. А когда сам он постепенно развивается, то, конечно, любой ветерок, любой сквознячок может подействовать. Что это за диагноз вообще? Что это за болезнь? Аутизм – это отсутствие коммуникации. Человек полностью уходит в себя. И со всем внешним миром нет желания и возможности коммуницировать. Когда нам первый раз поставили элементы аутизма, я не понимала даже, что это, честно признаюсь, не понимала, вникала, не верила, потому что вроде бы все нормально, и как это так, вот так вот. Вот, все нормально было, но прогрессировало все, и в какой-то момент я поняла, что это аутизм, это боль, это ужасная боль. Это не передать словами, это не рассказать никак, и никто не поймет. И самая большая проблема, часто именно в сообществах родителей говорят о том, что почему-то самая большая проблема в родных. Почему-то родные именно не понимают. Это полное одиночество. У меня было ощущение самой лично о том, что ребенок страдает, а я как мать ничего не могу сделать. Вот не могу помочь. Это было так, что как будто бы ребенок в аквариуме, под толстым слоем аквариума, он там страдает, тонет, плачет, истерит. Как бы я с этой стороны аквариума не говорила бы, не пыталась бы ему помочь, не могу достучаться до него. Он не слышит, не реагирует, но сильно страдает. Вот это вот, наверное, очень больная часть. То, что ты, как мать, не можешь понять ребенка, что его мучает, что ему мешает, что приносит боль. Но видеть это очень сложно. Очень сложно. Это не понимали даже родные, это не понимали близкие люди. И ощущение было что-то в полном одиночестве. И тогда, наверное, вот я, как Муниса, до и сейчас это совершенно разные люди. Я поняла, что если не я, то никто. Ребенок совершенно беззащитный в этом мире. Если я не помогу, то никто не сможет. И я ощущала себя вечером, как разбитая хрустальная ваза на мелких кусочках, вот мелкие-мелкие кусочки. Поплачу, подепрессирую, но опять-таки ради ребенка я к утру собирала себя в целостную личность, шла работать, потому что здесь единственная помощь, которую я могу дать, это моя любовь и средства, которые я могу потратить на его восстановление. А восстановить это возможно. Это реально возможно. Очень много кейсов есть, очень много случаев есть. Вы даже, например, сейчас со стороны не узнаете, что когда-то этот человек чем-то болел или какие-либо у него были диагнозы. Это возможно восстановить. Ну вот представьте, если у вас здесь же есть мутация гена, которая отвечает за кожу, за формирование, да, вот верхнего слоя кожи, например. И вот человек без кожи, он рождается. Раньше они умирали просто от болевого шока на уровне роддомов. А сейчас благодаря Минздраву и благодаря старой советской системе, которая еще оставила нам районные, областные КВД, кожвендиспансеры. Да. Правильно? Да. Они все взаимодействуют с кем? С центром, с Ташкентом. Мы, соответственно, из Ташкента сигнализируем, обучаем, ездим со своими лекциями и практическими какими-то мастер-классами. То есть, если в Узбекистане на сегодня есть 1000 дерматологов уже знают про буллезный эпидермолиз. Они по всей стране. Даже вот элементарно, когда мы в семье ездили, и нам там родители говорили, знаете, вот благодаря вам мой ребенок наконец-то хотя бы спокойно спит. Выспался. Да, да. Перевязанный, правильно выспался. С уникальными. Потому что правильная терапия, правильные вот эти перевязки, которые позволяют им более-менее комфортно жить.
Вот даже у нас есть Буньот, вы можете с ним поговорить. Как раз его мама мне сказала, что благодаря 24 вам... года он выспал с первой ночи, когда перевязали его правильно. Мы к ним ездили в гости в Хорезм, его мама сказала, благодаря вам мой сын вообще начал спать спокойно. Да, Буньот? Он у нас участвовал в программе стоматологии, мы ему вон зубы вставили, он у нас улыбается теперь красиво. У нас есть семья, которая вот, попробовала переехать в Египет, поменять климат. И девочку возили на море, и Софийка есть. До сих пор продолжаем им помогать. Они обратились в Египте, тоже есть такая пациентская организация. И она мне звонит, Гузеля, они здесь такие перевязочные средства не дают, как у нас. Я говорю, ну, что-то хотела. Вообще, это просто И вот гордость сейчас наша, через гордость. папу и отправляем их перевязочные средства, то, что для них. Бишкек же вы тоже вчера отправили коробки? Да, да. Обратились к нам с Киргизии двое. Но это не из госпомощи. Из госпомощи мы не имеем права трогать. Мы из своих. Это из своих запасов. У нас есть свои ресурсы. Из своих ресурсов помогли. Она тут же его перевязала, отправила Они фотографии. так перевязаны постоянно, да? Да, они как, когда Они тяжелая должны вот в форма, этой как не обертке умеют. ходить, иначе это все. Наши мало перевязываются, мы им столько даем. Жарко же. А там эта перевязка, первый слой это сетка, второй слой салфетка, поверх салфетки один бинт и сверху фиксирующийся бинт. Ну, считайте, Это в получается этом 4 месте нету слоя. кожи, это же мясо. То есть прям оголенно, да? Да, она вот сдирается вместе с одеждой, может на одежде остаться части кожи вашей. У нее связки нет. Вот белок, который отвечает за связку вот эту, эпидермиса, она не работает. Этот ген сломан. И они, когда рождаются, вот эти ободранные, и врачи в шоке, сами не знают, что делать. Да, ребенок Вот, рождается, да. у него на конечностях От боли нету. умереть может. Но сейчас спасаем. Сейчас уже 88% спасают детей. 88 – это вообще феноменальная цифра. У нас было 30% в 2018 году. Ну вот они вот такие вот, видите? Это их обычное состояние. И это им одежда А как натирают. часто перевязки делают? Вообще желательно. Каждый день? Да, желательно. А там есть какие-то, я не знаю, мазь, там что-нибудь? Да, мазями. Типа там заживляют, ну да, заживляют. Нет, она больше такой смягчающий эффект какой-то. Заживляющий, к сожалению, нет. Ну, пока не придумали. Может, придумают. Вообще, в целом, по вашим, как ситуация с детской инвалидностью в Узбекистане обстоит? Ну, если обратить внимание на статистику, хотя статистика, я думаю, она в полной мере не отражает количество детей. Сейчас у нас по итогам 21-го, к началу 22-го года официальное количество детей с инвалидностью до 16 лет составляет где-то 125 тысяч с чем-то. Дети это до 18 считаются. Да, но в статистике указывается до 16 лет, поэтому уже выпадает энное количество детей с инвалидностью с этих цифр. Плюс еще статистика дает именно детей, у которых установлена инвалидность. Но много детей с нарушениями развития или с различными заболеваниями, в том числе и дети с аутизмом, там не установлена инвалидность. То есть, опять-таки, да, если обратить внимание на количество детей с инвалидностью по статистике, понимаем, что это не отражает истинной ситуации. То есть это выпадает 2 года до 18-летнего периода, плюс вот те, которые не установленная группа инвалидности. Чем больше болеют? ДЦП, я не знаю, Да, аутисты. детский церебральный паралич. Вообще детский церебральный паралич – это одно из распространенных заболеваний. Сейчас, к сожалению, растет количество детских инсультов. Раньше это было достаточно такое редкие случаи, когда инсульт, он всегда подразумевается, что это у взрослого человека случилось. А сейчас очень много детских инсультов, потому что это связано с болезнями системы крови и кровеносных сосудов. Вот поэтому детские инсульты у нас, к сожалению, увеличиваются. Очень много травм детских, которые впоследствии тоже приводит к инвалидности, да, то есть это увечья. Много, конечно, и наследственных заболеваний. Связанные в том числе с родственными браками и так далее. С родственными браками, и с экологической ситуацией, с образом жизни и так далее. Там очень много различных причин. Да. То есть, но родственный брак, он один из таких вот явных факторов риска, который может привести к рождению таких детей. Родственные браки на 80% то, что родится человек с инвалидностью.
Ну, как минимум с каким-то отклонением. Да, с каким-то отклонением. Или умственным, или физическим. Ну, почему люди продолжают это делать, как вы думаете? Что настолько силен традиционализм, так называемый? Да, вот это силен традиционализм. Ну, считается, вот, если я, допустим, беру невестку, дочку своего дяди, ну, я ее хорошо, дядю знаю, его жену хорошо знаю, эту семью хорошо знаю. То есть я избавляю себя от поиска информации, что хорошая семья или нехорошая семья. Это первый момент. Второй момент, если я, допустим, дочку отдал дяде, то низкий процент того, что над моей дочкой будет издеваться свекровь. Ну, из-за того, что они родственники, ну как же, там, из-за этого же родственные связи могут оборваться. А обрывание родственных связей, это даже по хадису считается грехом. Третья финансовая причина. Деньги остаются в семье. Да, это во-первых. А во-вторых, можно договориться с тетей, там, сказать, ну, ты же понимаешь мое положение. Будет тебе вот то, что ты хочешь, но постепенно. У нас вообще очень слабо идет работа по профилактике инвалидности. Мы больше внимания уделяем последствиям. Ну, как и всегда, да, в общем-то. А вот профилактике, опять-таки мы опять возвращаемся к вопросу единого органа. Да? Ну вот если был бы единый государственный орган, который занимался бы не только последствиями, а и профилактикой. Вообще очень сильное в обществе вот это вот слово стигматизация по физиологическим признакам. Я думаю, это корень ко всему, когда люди стесняются родственников, когда люди стесняются там детей и так далее, и так далее. Вот когда я говорю отношенческие барьеры, да, вот у нас очень много случаев встречается, когда родители скрывают ребенка с инвалидностью, боясь того, что они не смогут выдать там дочку замуж, к ним никто не придет свататься, потому что у них в семье человек с инвалидностью, и они боятся, что это будет наследственное. Или женить не могут и прячут. Не хотят, чтобы вот человек с инвалидностью выходил за ворота, чтобы кто-то узнал там, о, в этом доме инвалид живем, сюда сватов нельзя. Вот эти вот самые большие проблемы такие. Жалко девчонок. В итоге они совершенно отрезаны от жизни, вообще не социализированы никак, хотя многие из них и талантливые. Был такой случай, когда один говорит, я живу в одном кишлаке и узнал, что у соседа, оказывается, есть ребенок с инвалидностью, когда этому ребенку исполнилось уже 25 лет. Он не знал, он сосед. Представляете? Каково быть этому ребенку, который 25 лет прятали в какой-то комнате из-за каких-то дурных предрассудков и обычаев. Хотя у нас же перед браком есть медицинский осмотр, и там все можно выяснить. Есть наследственная предрасположенность к наследственной инвалидности или нет и так далее. И, кстати, вот наследственная инвалидность, если взять 100% инвалидности, она всего составляет 25%. 75% дети с инвалидностью – это в основном приобретенные. Вот, допустим, тоже ДЦП. ДЦП – это не наследственное. Это именно нарушение функциональности в утробе матери, когда у нее мало крови, анемия. Мы на это вообще не обращаем внимания. А что такое анемия? Это нехватка кислорода. Нехватка крови – это значит нехватка кислорода для ребенка. А при нехватке кислорода мозг не получает кислород, и возникает ДЦП, нарушаются функции мозга. А многие думают, что это именно врожденное. Это не врожденное, это именно приобретенное. Плод был здоровый. Из-за анемии он стал ДЦП. Или во время родов там поранили медицинским инструментом опять голову ребенку. Это первое. Второе, экология тоже приводит к инвалидности, на что мы также не обращаем внимания. Очень много у нас матерей, да, которые отказываются от различных прививок. Хотя эти прививки существуют, чтобы человек не заболел. И от полиомиелита прививки существуют, и от других, и от туберкулеза и так далее. Но как-то пренебрежительно относятся к этой профилактике инвалидности. У нас вообще не поднимается этот вопрос.
ДЦП. Я с большим удивлением узнал, что это не генетическое заболевание. То есть это нарушение развития плода. Мозга, да. Это нарушение развития мозга у ребенка. А с чем связано, что именно в ДЦП у нас, достаточно много случаев? Это, опять-таки, это различные причины. Это могут быть различные заболевания матери в период беременности, причем на ранних стадиях. То есть это вирусные инфекции всякие, бактериальные инфекции. Это могут быть травмы, опять-таки, во время беременности. Это могут быть и явные стрессовые ситуации, да, в том числе связанные с какими-либо элементами насилия. Это может быть с образом жизни связано. И не только матери, но и отца, соответственно. Неправильный образ жизни, вредные привычки, это и экологическая обстановка, это может быть и различная анемия, то есть неправильное или недостаточное питание матери, низкий уровень гемоглобина, то есть это гипоксия. Мозг очень чувствительный к гипоксии, и он может во время развития плода иметь именно недостаток в кислороде, с чем и последствия. Детский церебральный паралич фактически это последствия поражения мозга. То есть различные поражения мозга, они приводят к нарушению уже двигательной активности и умственной деятельности ребенка. К сожалению. Такое вот стереотипное мнение, да, что если в доме родился особенный ребенок, виновата мама. Почему-то... У нас вообще принято, во всем женщина виновата. Виновата мама. Ладно, я уже не говорю, когда у нас в менталитете, почему не мальчик, а девочка. Ну, извините, ребенок только со стороны матери не делается, да, и это никто не предугадает, это, может быть, законы природы, да, то есть это ладно, это, как мы говорим, радуйтесь, что, слава Богу, здоровый, живой ребенок родился. Но когда рождается ребенок с особенностями, немало случаев, когда мать является, ну так, образно говоря, виновником рождения такого ребенка. И немало случаев, когда мать одна остается с этими проблемами. Она остается одна, я не только имею в виду в физическом плане, да, эмоциональном плане, психологическом плане, она остается сама со своей проблемой. Есть случаи, когда свекрови или мужья говорят, да ничего, пойдет. То есть ребенку уже почти 3 года, он не ходит. Если с ним не заниматься, он не пойдет, он не станет ходить. Но свекровь, это ко мне же приходят женщины, кто по знакомству, кто просто так приходит, говорит, а как можно сделать так, чтобы я не сюда приходила, но получала обслуживание для ребенка. К сожалению, у нас такого обслуживания пока еще нет. Да, мы можем это организовать, я имею в виду в частности в нашем центре, но у нас много очень обращений и ресурсов человеческих или финансовых не хватает, чтобы выезжать на дом и на дому обслуживать этого ребенка. То есть на дому заниматься с этим ребенком развивающими программами. Я говорю, а почему вы не можете сюда приходить? Живут в Ташкенте. Ну, говорит, свекровь и муж не пускают. Они говорят, что если ты будешь с этим ребенком ходить вот в такое учреждение, все будут знать, что у нас ребенок такой-то. Терпи, не выходи, не показывайся, и не выпускают. А мать хочет, это молодая женщина, это у нее первый ребенок, это Келин. Она хочет, чтобы ее ребенок, чтобы ее дочка начала ходить. Я говорю, если вы заниматься не будете, она у вас не пойдет. Ребенку уже 3 года. А мы знаем, что по развитию ребенка он в определенные месяцы он начинает ползать, в определенные месяцы он начинает сидеть, потом он начинает вставать, да, ходить с помощью, а потом уже самостоятельно. И бывает, когда рождается ребенок и семьи разводятся. Мужчина просто считает, что его жена родила ребенка-инвалида, грубо говоря, все, это никчемно, и лучше я устрою себе другую жизнь, да. И, то есть у нас немало матерей-одиночек, которые с детьми приходят, когда бабушки приходят, потому что семья распалась после рождения особенного ребенка, семья просто распалась. Дочка, чтобы устроить жизнь, вышла замуж, ребенок с особенностями остался у бабушки и у дедушки. И они приводят сюда к нам ребенка, бабушка, дедушка, и мы работаем с этим ребенком. Понимаете? То есть в какой-то степени дискриминация женщин, она и порождает. У нас, конечно, много примеров, когда сами отцы приходят, приводят детей, или мама с папой вместе приходят с ребенком. И таких примеров немало. То есть пытаются всей семьей участвовать. Мы наоборот говорим,
Здесь только членов взрослых не надо. Нам нужен в основном, конечно, это если рядом мать, которая и дальше будет продолжать эти занятия, потому что мы обучаем родителей, как с детьми работать. Потому что элементарная, правильная посадка ребенка на стул, она способствует, чтобы ребенок мог глотать еду. А родители зачастую не знают, как держать ребенка, как правильно его посадить, каково должно быть положение головы. И ребенок не глотает. У него пища не проходит, вода не проходит, он все выплевывает. И, естественно, они не могут его накормить. То есть вот таким вот техникам, это вот эрготерапия, да, мы обучаем и родителей. Поэтому говорим, рядом должен быть один родитель, его достаточно, чтобы мы работали с ребенком, параллельно обучали, как заниматься дома. Вот этот вопрос, опять-таки, дискриминация женщин в плане того, что родился такой ребенок, и теперь только женщина в ответе, и женщина должна обращаться в различные структуры по поводу получения помощи ребенка. Вот это у нас существует, к сожалению. Я думаю, здесь нужно опять работать с специалистом, нам, обществу, что это не проблема одного человека. Есть такие заболевания, которые проявляются через несколько поколений. Вот у нас есть особенные такие регионы, где родственный брак это считается нормой. И они приводят в пример, что вот родственники, близкие, двоюродные женились, нормально здоровый ребенок же родился. Но они не понимают, что они закладывают уже генетически через 3 поколения, через 2, 3, 4 поколения. И причем то поколение совершенно не понимает, откуда такие нарушения у ребенка. А это было заложено еще там. Поэтому с обществом работа должна вестись. Нам сказали больше общения, общаться. Они должны вот не сидеть вот в закрытом пространстве, нужно их выводить куда-то в парке, там гулять с ними. Раньше они вообще людей боялись, к себе никого не подпускали. Это сейчас они немножко раскрылись, потому что я их вожу туда-сюда, куда могу. 14-15 будет. Поэтому я стараюсь для них все делать по возможности. А как они между собой вообще? Ну, они общаются между собой, у них какой-то такой свой язык, они друг друга понимают, и я их понимаю уже. И когда я их не понимаю, они нервничать начинают, они уже свой характер показывают, им все-таки уже 14 лет, они уже взрослые. Ну, речи нет у них, вот, как сказать, связки слов. Предложениями они не могут говорить, они могут «мама», «дай», «все», «нет», «иди». А вот так вот, чтобы предложениями, большими предложениями они не могут говорить. Ну, нам сказали, нужно посещать логопедов, психологов, психоневрологов. Потом сейчас с каждым годом всякие новые вот эти вот медицинские эти ультразвуковые, всякие токовые, вот такие вот током что-то там в голову, в мозг, что-то. Ну, я не знаю, сейчас много всего. То есть фактически, я так правильно понимаю, что это маленький ребенок в теле взрослеющего, да? Вот им сейчас 14 лет, развитие у них на 5-6 лет, вот так вот где-то. 5, 6, 7, вот так вот. А с образованием как вообще? Мы ходим в спецшколу. Здесь у нас на Юнусабаде есть спецшкола. Но они читать, писать не умеют. Я пишу им вот так вот карандашом в тетради, они просто обводят. Ну, могут написать «мама», «папа», вот такие вот легкие слова. А так, чтобы это они не могут. А с другими одноклассниками какие отношения в целом? Нормально, их так любят в школе, да, с ними все общаются, помогают, девочки помогают им там портфель складывать, ручки, дневники, все собирают. Но они так могут сами, но могут что-то забыть, там девочки помогают и мальчики помогают. А в спецшколе тоже учатся или там не... Спецшкола, там это специализированная школа для детей, вот, у которых какие-то есть отклонения. Не только психологические, психические. Вот, например, в нашем классе мальчики, вот на них посмотришь, по ним даже не скажешь, что что-то у них не то. Они и разговаривают, они и понимают, они взрослые такие уже. Мои вот не разговаривают. Там есть, которые не разговаривают, с синдромом Дауна, ДЦП, разные дети. А есть нормальные, на них посмотришь, даже не скажешь, что у них что-то не в порядке. Может быть, что-то есть там по психоневрологическому, может, какие-то стрессы, может, они слишком какие-то нервные. Ну, разные дети есть. Вот ходим в школу, мы уже вот 8 класс закончили, перешли в 9. А вот дальше я не знаю, что будет, потому что после 9 класса нужно их куда-то определить. Или спецколледж, или дома будут сидеть. Я не знаю, потому что они не я их одних не могу никуда отправить. Они без меня не могут, потому что
Они еще не самостоятельные. Ну, я спрашивала, узнавала, в интернете смотрела. Нету таких вот реабилитационных. У нас один единственный вот этот реабилитационный центр, где Глинка, вот, где первая нотариальная. Все, больше нету. По Ташкенту или вообще на всю страну? А туда приезжают из областей, из Самарканда. Сейчас там народу очень много. Единственный центр. Хотелось бы, конечно, чтобы для детей вот таких вот были какие-то побольше, да, вот таких вот центров, санатории, лагеря. Вот все лето они будут сидеть дома, потому что мне их некуда деть. Не то, что некуда деть, а некуда даже с ними пойти. Ну и они одни не могут. Если бы со мной куда-то там в санаторий бы куда-то, я бы, конечно, с ними легла. И подлечиться в то же время, и отдохнуть, чтобы зря вот летом не... Мы вот в 4 стенах сидим, все лето будем сидеть. Вот что нам делать? Я стараюсь их на кружки куда-то водить. Вот здесь возле нас, возле дома есть кружки, рисование, керамика там, ЛФК. Вот я их на рисование уже 3 раза водила, им нравится, чтобы моторика рук развивалась. Вот. Ну, а больше нету пока ничего. Хотелось бы, конечно, чтобы для таких детей было побольше каких-то центров, там, санаторий, лагеря. Вот такое вот что-то хочется. Неужели нету? Один, вот этот, который я, насколько я знаю, вот этот на Глинке один центр. РЦ-сад называется. Тем более вот они уже взрослые, я не знаю, туда вот нас можно или нет, там, потому что с маленькими детьми ходят. Бассейнов нету таких вот оздоровительных. Вот им бассейн было бы хорошо. Вот они у меня сутулые чуть-чуть. Вот у них сутулость есть. Какой-нибудь бассейн оздоровительный или физкультура какая-то. Ну, что-нибудь вот нужно для них, да, чтобы они не сидели дома, чтобы они вот двигались, чтобы они развивались. Было тяжело до тех пор, пока мы не смогли его научить коммуницировать. Когда есть уже появляется коммуникация, естественно, мы уже понимаем, что его мучает, из-за чего он страдает, и пытаемся комфортно... С вами даже коммуникации не было, да? Не было никакой коммуникации. Речи не было, он невербальный у меня был, речи не было, желания не было. Был гиперактивный, его не уловить, не посадить, не научить. Это был долгий путь, пока мы нашли именно методы, как его научить коммуницировать, полюбить это. Сейчас, естественно, у нас полноценной, опять-таки, речи нету, но я вижу, что он быстро учится. Нужна здоровый социум для того, чтобы он учился. Сложным моментом во всем этом было то, что когда ты находишь то, что твоему ребенку поможет, и очень сложно в эту дверь достучаться. Например, мы знали точно, что ему нужно общение с нормотипичными детьми. Это вот полноценный путь к тому, что можно восстановиться полностью. Потому что ему нужно здоровые паттерны именно поведения, здоровое общение нужно, речь побольше нужна. А речь ребенка, тем более, если простым ребенком, ребенок вокруг будет больше говорить, ему, естественно, это помогло бы. Но попасть именно в детский сад необычный, специализированный, это был долгий путь, по которому мы шли. И почему? Раз в месяц комиссия принимает решение, подлежит ли ваш ребенок такого рода саду или нет. В комиссии не всегда в полном составе каждый месяц бывает. То есть ты ждешь месяц, она несколько часов принимает в одном учреждении, и эта толпа родители, которые месяц ждали в надежде попасть в этот сад, пройти через эту комиссию. Об условиях для родителей или об условиях для детей вот в очереди вообще нет слова. Это жарко, это нету посадочных мест, там несколько часов нужно стоять. Это необычные дети, это сложные дети, это особенные дети. Этим детям вообще взгляд – это боль. Это, представляете, вот в толпе вы просто стоите в жаре. Удержать ребенка невозможно. Это гиперактивные дети. И в этой очереди стоишь до бесконечности. Комиссия могла прекратить свою работу в определенное время. Ты переходишь на следующий месяц. Мог один член комиссии не прийти в этот день. Ты опять ждешь еще очередной месяц. И туда, внутрь, когда заходили, это нужно было видеть волнение родителей, в особенности мам, которые надеялись, что их ребенка примут. Просто чтобы попасть в сад специализированный? Это специализированный сад. А что там такого? Их мало в Узбекистане или что? Их достаточно. Только учитывая, что там есть особенные условия действительно очень хорошие. Здесь никаких претензий нет. В саду где-то 6, максимум 8 детей.
несколько воспитателей, несколько логопедов, несколько дефектологов. И целый день, получается, с ребенком занимаются. Индивидуальные занятия идут. И, естественно, в такой сад хотели попасть все. Не только кто нуждался. Да. Да. И получается, когда мы проходили эту комиссию, я готовилась долго, готовила речь, готовила ребенка, психологически готовилась, пила успокоительный, потому что, ну, это сложно. И ребенок у меня полностью подлежал, подавал надежды. И мне сказали в этой комиссии: хорошо, мы вам дадим шанс. Понимаете? То есть, когда мой ребенок полноценно подлежит моему ребенку, дали шанс только. Посмотрим вас в течение месяца, 3 месяцев, говорит, после этого пересмотрим. И когда мы пришли в сад, увидели, что половина детей там были нормотипичные. Это было больно, это было очень больно. На наше счастье получилось, что в сад, в который мы попали, через некоторое время попал под капремонт, и нас перевели в логопедический сад. Там больше детей нормотипичных, с обычной речью и с некоторыми дефектами речи. Но в этот период у нас пошел самый большой прорыв именно в развитии. Самый большой прорыв. То есть, что я хочу сказать? Сейчас мы только стоим на стадии того, что внедряется инклюзивное образование. Это самая главная помощь, наверное, которую может особенно ребенок получить. Другого лечения у нас, например, я не вижу. Нужна среда, здоровая среда, которая вытащит ребенка из этого состояния, где у нас еще большие проблемы. С образованием в целом у детей инвалидов как дела обстоят? Я знаю, что вроде есть какие-то программы, они то ли работают, то ли не работают. Есть интернаты. В обычных школах детям достаточно сложно, насколько я понимаю. Стигматизация и прочее, прочее. Ну, дети – это дети. Стигматизация – это вопрос тоже достаточно такой Культуры. серьезный. Да, стереотипное мышление у наших людей, что они должны быть отделены от остальной категории детей. Да? Причем это делается во благо, как обычно. Да. То есть, чтобы им так будет лучше. Хотя сама мысль немного, мне кажется, извращенная. Это идет по уже многолетиями, да, так. Многолетиями уже у людей такое стереотипное мышление сложилось. В первую очередь, конечно, это родители, которые боятся психологической травмы у детей своих. У родителей детей с особенностями. То есть если там его, скажем, будут изолировать, насмехаться, оскорблять или унижать, это будет сложно для моего ребенка, лучше я его буду водить в специализированный интернат. Получается, вот сейчас у нас 31 школа в Ташкенте, 42 класса. То есть, получается, даже на некоторые школы приходится больше, чем по одному классу. Именно где уже внедрено инклюзивное образование. Можно заметить, чем раньше ты этих детей интегрируешь в классы, тем спокойнее проходит процесс адаптации остальных детей. Чем они старше, тем уже они более, наверное, нашпигованы предубеждениями. И им труднее. Ну вот пример их родителей, собственно, которые были наверняка отрезаны от таких людей у себя в детстве, и которые сейчас проецируют это все на своих детей. Да, беда в том, что родители таких детей, они нормально воспринимают то, что их изолирует. Вот это плохо. Потому что их родители тоже, скорее всего, как-то они уже все это претерпели, они просто свыклись с той мыслью, что, значит, нам так суждено. Вот это главная проблема. То есть вот если вот эту стигматизацию в головах людей как-то вылечить, а это можно вылечить не в одном поколении, то проблема, скажем так, хребет этой проблемы можно сломать. К сожалению, такое бывает, что иногда родители сами противятся, чтобы их дети пошли в обычную школу. Но противятся не потому, что они не хотят счастья своих детей, они боятся. У них вот подсознание уже вот эта боязнь того, что может случиться с моим ребенком. Они же любят своего ребенка, и как все, наверное, люди. Может, и его обидит моего ребенка и так далее. Потому что они же постоянно, по крайней мере, сталкиваются с моральной травлей. И вот эта обида, и вот эта боязнь, она живет в них. Я же не зря сказал, что инклюзию нужно начинать, наверное, с самых ранних лет, а не когда человеку уже в 5 классе, 6 классе. Вчера мы проводили конференцию по вопросам инклюзивного образования. У нас были международные эксперты. Выступала профессор педагогического университета имени Абая с Казахстана, с Алматы.
На сегодняшний день в Казахстане 50% высших учебных заведений, 50% они инклюзивные. Это хороший показатель. У нас, для примера? У нас намного ниже. Послушали мы доклад начальника управления специального образования Министерства образования Турции, господин Шукри Елмаз, читал доклад. В Турции, если я не ошибаюсь, где-то 530 тысяч детей с особенностями. Ну, там и население, соответственно, большое, чем у нас. И 60 с лишним процентов детей с особенностями развития обучаются в общеобразовательных учреждениях. Это очень большой показатель. Нам к этому идти. У нас это намного ниже. Он нам рассказал, какие они создают возможности для обучения детей с особенностями в общеобразовательных учреждениях, школах. Ну, и детские сады он рассказывал, и школа рассказывал, что приоритет дается детям на обучение в общеобразовательное. Опять-таки, я не говорю о тяжелой категории, которая нуждается в особом подходе. Если ребенок не может учиться в общеобразовательном, в инклюзивном классе, его в этой же в общеобразовательной школе переводят в коррекционный класс. То есть, его, как у нас, сразу его в специализированный интернат не отправляют, сразу его не исключают, не эксклюзируют. Нет. То есть инклюзивный подход они применяют. Я вчера услышала, но это не только я, там у нас около 200 человек было на конференции. По онлайну подключились больше 100 человек, у нас в зале было 70 человек. Да? То есть это педагоги, это ученые педагогических университетов, это практики, это директора школ, это сами педагоги, там и медики были. Мы все это послушали. Вот мы должны к этому двигаться. Мы двигаемся. Сейчас, что радует, что инклюзивное образование, оно за последние 3-4 года оно на несколько планок повысилось. То есть нормативные акты принятые государственные. Даже были предложения внести это в новую редакцию Конституции Республики Узбекистан. Это очень отрадно. Но мы принимаем нормативные акты, законы, постановления. Но для того, чтобы они работали на местах, это очень такая вот кропотливая работа требуется. Законы, как говорится, принимаются, но... Да, потому что соответствующая структура, она должна и мониторировать исполнение этого. Она должна быть готова к этому, мне кажется, элементарно. Да, и базу подготовить надо. Или принимаются решения об инклюзивности образования. Что они делают? Мы говорим, сколько школ с инклюзивным? А у нас, говорит, в каждой области по 2-3 таких школ. Хорошо, давайте пойдем посмотрим, что это за школы. 4-этажное здание. Там ни лифта, ничего нету. Просто на первом этаже сделали класс, где учатся дети с инвалидностью. И это они называют инклюзивное образование. Это не инклюзивное, это сегрегация. Здоровые дети, им же интересно, что это за зоопарк такой, отдельный класс. Приходят, смеются над ними, и у них комплекс возникает, у этих детей с инвалидностью. Это они называют инклюзивное образование. Потому что тот, кто писал эту концепцию, не посоветовался с лицами с инвалидностью. Он сам не знает, что такое инклюзивное образование. Он считает, инклюзивное образование – это когда в школе учатся лица с инвалидностью. Но как они учатся? Как, если вы их в отдельный класс сегрегировали, как зоопарк? Вот это трагедия. Трагедия. И мы вот все время говорим, что любое решение, касающееся лиц с инвалидностью, нужно обсуждать с организациями, общественными организациями инвалидов. Это краеугольное правило. И конвенция того требует. А нас обычно приглашают, знаете, когда уже решение все готово, вот надо согласовать, поставьте подпись. Это не включение и не вовлечение. Вовлечение должно быть с момента, вот чистый лист, вы хотите... Есть задача для ее решения привлекать непосредственно... Вот, чистый лист, вы хотите написать постановление об использовании пассажирского транспорта лицами с инвалидностью. Вот с момента чистого листа вы должны приглашать. До того, как написать, обсудить, а не так, когда вы что хотите там написали и предлагаете. Вот представьте себе картину. Создали класс для детей с инвалидностью. Значит, засунули их в такой резервуар, а в коридоре и в других классах бегают дети без инвалидности. Насколько это тяжело переварить детям с инвалидностью?
То есть сегрегация. То есть, естественно, он будет задумываться над тем, а что я не такой, почему я не могу выйти, почему я не могу побегать вон за той девочкой или же мальчиком и тому подобное, да? Да. Почему я не могу пойти в столовую или элементарно в туалет? Они считают, что они открывают инклюзивную школу, инклюзивное образование путем создания инклюзивных классов. Тогда, когда я говорю, что инклюзивного класса быть не может, может быть инклюзивная школа. Ребенок с инвалидностью заехал в школу на коляске, скажем, да? Он так же, как и все, должен сходить в столовую, в спортзал, в актовый зал, да? На мероприятие школы, да? А не сидеть в этом классе. Я, когда вот это вот услышал понятие инклюзивный класс, я себе задал простой вопрос, чисто субъективный вопрос. Хотел бы я учиться в инклюзивном классе, представляя, что я ребенок, или в специализированной школе в интернете? Что бы я хотел? Честно сказать, я выбрал тогда специализированную школу в своем понимании. Почему? Потому что ты можешь спокойно бегать, ты можешь спокойно ходить, и такие же все, как ты, да? Но если реально эта школа, как я сказал, инклюзивная, значит, я выбираю инклюзию, но не инклюзивный класс. Когда я возразил на круглом столе по инклюзивному классу, одна женщина сказала: что вы, Абдулла, возмущаетесь? Это эксперимент. Я говорю: эксперимент над кем? Вот объясните мне. Эксперимент над детьми? Это как? Он говорит: Абдулла, ну что вы, ну это же эксперимент, что вы. Потом, конечно, мы дальше будем, это же поэтапность. Это эксперимент. Вы понимаете, как воспринимается это все, да? Поэтому инклюзивное образование – это очень сложная вещь. Вот когда мы можем обеспечить равные возможности, мы можем говорить об инклюзивном образовании. Если нет этих равных возможностей, если это класс, который они называют инклюзивный, непонятно, почему они его называют инклюзивным, то это не инклюзивное образование. Поэтому здесь очень важно понимание безбарьерной среды в школе. Это здесь необходимо понимание учителей, проблем с инвалидностью. Да? Я очень часто спрашивал у студентов с инвалидностью, которые учились в лицеях, колледжах: ну, ребят, ну как вам там? А мы там, говорит, не учились. В смысле не учились? А нам просто так ставили оценки. А вы теперь, Абдуллаке, почему-то нас начинаете требовать. Почему вы не учились? А нам так ставили, потому что мы с инвалидностью же. И они нам так ставили оценки. То есть это понимание учителей, понимание администрации, да? То есть инклюзивное образование, вообще инклюзивность – это системные преобразования в целом. Это не просто вот привел человека с инвалидностью. Все немного глубже, чем они думают. Да, все намного глубже. Это целая философия инклюзивности. Порядки эксперимента. И почему, опять-таки, порядки эксперимента, я должен оговориться, то есть для этого мы должны подготовиться. То есть мы не знаем, как будет результат эксперимента. Так или иначе, мы с этого пути сходить не собираемся, но чтобы в последующем не наступать на какие-то грабли, меня как-то попросили на общественных началах поработать с несколькими международными организациями, и не международном смысле, не которые в Узбекистане работают, а которые в целом вообще. Мы вот с англичанами разговаривали недавно, с французами разговаривали, и суть там какая? Они говорят, что вот инклюзивность, да, именно работа с такими детьми, она очень важна. Почему? Потому что очень много талантов выходит, но если с ними правильно работать, не декларативно, не на бумаге правильно работать, а вот именно что по-настоящему. Ну, у нас, конечно, но я еще раз скажу, конечно, у нас очень много проблем, во-первых, с кадрами, кто с ними будет работать. То есть можно написать любой указ, любое постановление так красиво, что прям подумаю, что все уже. Да, допустим, я вот недавно разговаривал в этом университете Низами, они к нам тоже перешли же в Министерство народного образования. Я говорю, как у вас там, говорю, вот вопросы инклюзии? Говорят, да, у нас, говорит, есть специальный департамент специального образования, внутри которого есть кафедра инклюзии. Это, говорю, то же самое, что внутри, не знаю, факультета теологии исламской поставить кафедру атеизма. Это инклюзия, она не подразумевает специальное образование, она как раз-таки подразумевает интеграцию детей, на то она инклюзия, она не просто так. Вот, ну, как говорил же Преображенский, у нас разруха в головах. Да, в головах, она не в этих.
Еще есть объективные причины, как почему дети с особенностями развития не всегда могут учиться в общеобразовательных учреждениях. Это большое количество детей в классе. Вы знаете, у нас иногда по 40, 45, 50 детей находятся в одном классе. Естественно, один педагог, ему тяжело справиться с этим количеством детей. И еще дополнение: ребенок с особенностями, которому нужен индивидуальный подход, нужна индивидуальная работа, он не в силах это перенести. Есть еще проблемы с отсутствием обучающего материала для детей с особенностями. Но, тем не менее, процесс начался, процесс идет. Да, он, так скажем, мелкими шагами двигается вперед, но он идет. Он у нас работает. Я недавно была в 101-й специализированной школе-интернат. Это для слабослышащих, для глухих детей. Я была в этом интернате, беседовала с директором интерната. Я просто посетила, изучила, поговорила. Она мне рассказывает, что сейчас происходит. Сейчас очень хорошо поддерживается эта система и проводится кохлеарная имплантация. Вы знаете, да? То есть неслышащим ставится кохлеарный имплант. Дальше идет работа с сурдопедагогом для того, чтобы ребенок начал слышать. И, соответственно, если ребенок не слышит, у него и речь, соответственно, не развита. И начинается развитие речи после восстановления слуха. Здесь очень важный аспект – это работа сурдопедагога и общение ребенка с говорящими детьми. Дети, которые вполне могли учиться в общеобразовательной школе после установления кохлеарного импланта и после работы с сурдопедагогом, которых устроили в общеобразовательной школе, они вернулись в специализированный интернат. Их там не приняли. Не приняло именно общество. Начали родители говорить: а почему этот ребенок учится с моим ребенком в школе? Потому мой ребенок начал какие-то элементы жестовые показывать. Так это же хорошо. Ребенок дополнительные какие-то знания по жестовому языку получает. Так нет. Родители посчитали, что он подражает. Он теперь домой приходит и вот жестовым языком разговаривает, поэтому надо того ребенка с класса убрать, чтобы ее ребенок, чтобы их ребенок уже этим жестом. Сейчас, наоборот, идет тенденция, чтобы какие-то элементарные слова на жестовом языке, чтобы знали все. Приветствие, благодарность, поддержку. Или понимали, что если человек просит какую-то помощь, да, и нуждается в помощи, чтобы любой из нас понял, что человек, который разговаривает жестовым языком, что он просит помощи. То есть сейчас общество, наоборот, к этому должно двигаться, а не так, чтобы этого ребенка... И так получается, что таких случаев немало. Государство работает, государство бесплатно обеспечивает, фонды различные, да, вот сейчас Заминфонд очень много вкладывает на операции по кохлеарной имплантации. Все делается, оборудование для этих специализированных школ. Мы пытаемся, то есть структуры пытаются этого ребенка в общество ввести, а некоторые вот у нас взрослые люди, они наоборот опять, это эксклюзивность называется, опять они вынуждены возвращаться в интернатное учреждение. А так, таким образом, как развиваться ребенку, если он опять возвращается к тем, которые не слышат и не разговаривают? Да, ему комфортно, он там где-то учился в какие-то годы, да, но ему-то надо развиваться. Особенности этой категории, если начинают слышать и говорить, у них очень большой потенциал для развития, для получения знаний, для дальнейшей перспективы у них очень большой потенциал. Но, опять-таки, видите, какой круг получается? Они возвращаются в специализированный интернат. Обычные дети, как с ними вообще? Знаете, первое время с ними никто не хотел дружить, потому что от них можно было ожидать всего. Они могли раньше, сейчас они уже более-менее, но раньше, у них игра такая, они могут подойти и толкнуть ребенка. И вот поэтому как-то от них подальше все это сторонились, их не хотели с ними. Но сейчас я же им объясняю, вот так нельзя делать. Вот к вам детки подходят, вы с ними играете, не толкайтесь, не это, там вот так вот объясняю им. Сейчас они понимают, более-менее стали. Детки к ним стали подходить, там играться, а раньше боялись чуть, побаивались. Иногда бывает такое, что в автобусе вот едем, и они вот непроизвольно издают звуки. Они же разговаривать не могут, они кричат вот так. И все, прям весь автобус на нас вот так вот поворачивается и смотрит, аж пальцем вот так показывают. Неприятно, знаете, вот такое. Да, бескультурье в целом.
Я уже как-то стараюсь внимания не обращать. Один раз мне вообще сказали, с такими детьми лучше сидеть дома. Бабулька какая-то там старенькая сидела спереди. Чего они у вас орут? Чего, не можете им? Они думают, что они избалованные. Но я же не буду каждому объяснять, что они необычные дети. И вот некоторые просто не понимают, что такие дети бывают. Сейчас уже более-менее стали говорить о детях с аутизмом. Сейчас уже как-то, может быть, больше знают. А раньше же вообще не знали об этом. Это, наверное, скорее всего, не вина людей, они просто не владеют информацией. Они не сталкивались с такой ситуацией и не знают, может быть, возможно, как себя вести. Но детей своих они уводят от наших, да. Я не знаю, может быть, думают, что это заразно. Уводят от детей, часто делают замечания, потому что дети шумные, дети не понимают, что хорошо, что плохо, что трогать можно, что не трогать нельзя. Были случаи, когда в самолете, конечно, это очень большой стресс для ребенка. Ребенок очень сильно волнуется. И в этот момент делали замечания. Хотя я, когда заходила, я всегда просила стюардессу выделить нам определенную зону, чтобы сейчас предупредить пассажиров, потому что, возможно, ребенок начнет плакать. Но, несмотря на это, были с задних там рядов, потому что какая ты мать, неужели ты не можешь своего ребенка успокоить? Вот были такие моменты, да. С этим приходится. Когда мы в социум выходим, в первую очередь я себя готовлю, нежели ребенка, потому что нужно знать, ты знаешь, что ребенка нужно защищать, и в первую очередь нужно быть самой сильной, чтобы его защитить. У нас была в членах общества, папа всегда с ней приходил, девочка, которая в автомобильной катастрофе, ей повредили пяточку. И она из-за этого инвалидом считалась. Как-то мы с ее мамой едем, мы на семинаре вместе были, и едем, я говорю, куда ты теперь свою красавицу? Заканчивает школу она? Да, заканчивает. Куда дальше? Куда дальше? Говорит, подметать научила, готовить научила. Все, замуж выйдет, будет, говорит, мести двор, готовить, кормить мужа. Я остановила машину и говорю, как тебе не стыдно? Как тебе не стыдно? Ты самообразование получила? Да, я медсестра. А почему девчонка-то твоя должна подметалкой только быть? А девочка интеллектуальный, нормальный человек. И мы, когда набор в эту группу нынешнюю делали, мы попали к ним случайно. Выяснилось, что эта девочка сейчас заканчивает университет, сама за рулем, учится отлично, и ее уже куда-то забирают в какую-то международную организацию работать, в бухгалтерию. Я на Гулю смотрю, на маму. Я говорю, Гуля, помнишь наш разговор? Помню. Сейчас не говорите. Вокруг люди, ей стыдно. Помню. Подытоживая, правильно я понимаю, что Министерство образования ведет работу в этом направлении, но из-за того, что нет специалистов, все пока получается достаточно. Потому как мы видим в новостях, что бюджет выделяется, со всех трибун несется, что все у нас прекрасно, замечательно, но основная причина в том, что все-таки люди не готовы качественно это выполнять. Я правильно понимаю? Основная причина, если брать именно в рамках министерства, то это кадровый вопрос. Но основная проблема тут не только в этом. То есть это вопрос не тот вопрос, который можно потушить деньгами, да, если это пожар. Даже если ты будешь выделять большие деньги, еще больше, сразу ребенок не родится. Основная проблема именно ментальная. Но что мы делаем? Понятно, что мы что-то должны делать. Не просто говорить, что у нас есть проблема. Мы сейчас работаем не только с детьми. Мы сейчас также хотим сформировать мышление в обществе о том, что особенные дети тоже дети, и они заслуживают счастья, обычного человеческого счастья. И мы хотим также дать понять всем, что эти дети чем-то могут быть полезны обществу, и у них есть таланты. То, чем их Бог обделил, Он наверняка наделил чем-то другим, компенсировал. И мы хотим дать им понять, что на самом деле эти дети что-то смогут сделать для общества. Элементарно. Мы впервые провели олимпиаду для детей со слабым зрением. Раньше эти дети даже не могли мечтать об этом.
Но вот это, когда ты в каком-либо соревновании чего-то либо добиваешься, даже среди таких, как ты сам, ты уже начинаешь понимать, что на самом деле ты никчемный, что у тебя что-то есть. И самый яркий, наверное, пример это наши паралимпийцы. Паралимпийцы и также наша парафутбольная команда, которая, по-моему, даже становилась чемпионом мира. И мы же им гордимся. Мы же говорим, вот с трибун также говорим, вот нам принесли они золото и так далее. Мы, конечно, сейчас только о спорте, но также еще есть и умственная деятельность. Вполне возможно, среди этих детей появятся новые, ну, если не Шаляпины, но, по крайней мере, хорошие композиторы или же хорошие художники. А чем это разве не вклад для общества? Это же огромный вклад. И при этом даже не вклад в общество, это важно. Важно разбудить в этих детях веру в себя. Вот сейчас мы над этим работаем. Вот эти все социальные ролики, вот эти социальные проекты, это все, это первые шаги для того, чтобы, вот как это будет правильно сказать, icebreaker, чтобы сломать вот это вот, да. То есть вот мы говорим в основном о стеклянном потолке по отношению к гендерному равенству, но я считаю, что этот стеклянный потолок по отношению к особенным детям, он еще толще. Мы должны разбить. Да, мы, конечно, будем очень сильно резать руки. Это естественно, это понятное дело. Но с другой стороны, результат, которого мы добьемся, оно сделает так, что наши руки намного быстрее заживут, чем обычная рана. Ну, это мое видение, конечно. А ты думала, вот кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Да. Кем? Дизайн. Дизайнером? Да. А дизайнером чего? Дизайнер обстановки. Мебели? Квартиры. Да. Ничего себе. А ты как-то в этом направлении двигаешься, развиваешься? Нет. Еще нет. Ну, планируешь. Да. А почему не развиваешься? И сейчас она это не может. Я ей буду помогать вместе. Будем. Да. Здорово. Ей 19, а тебе? Мне 16 лет. 16. Интересно. Проблема маленьких пенсий острая? Проблема маленьких пенсий, по-моему, это надо рассматривать в аспекте вообще государственного состояния экономики и финансов. В разрезе или отдельно от этого состояния нельзя рассматривать. Чем богаче будет государство, я уверена, что будут и больше пенсий, и будут больше пособия. Тут прямая зависимость, поэтому их тут даже вот как бы отдельно выделять, там низкие зарплаты сделать учителю и больше пенсионеру платить, это не будет никто делать. Это не так ставится Все вопрос. равно степ-бай-степ идет какая-то. После того, как было принято постановление в 2019 году, они стали получать пенсию 500 тысяч, да? Потом и гособеспечение с этого года было средствами. принято, родители, которые смотрят, тоже получают 500 тысяч теперь. То есть шаг, маленькими шагами, в общем, но процесс идет. Вот это самое важное. Живу я на пенсию по инвалидности. Вот на двоих я получаю пенсию по инвалидности. Ну, какая сейчас пенсия? Вот нам добавили 630 тысяч на ребенка. И потеря кормильца тоже около 600. И вот логопеды им нужны. Логопеды должны заниматься с ними. Они же вот... Я сяду с ними заниматься, они меня не будут слушать. Вот если логопед будет с ними заниматься, скажи это, скажи то, они будут повторять, а меня они не слушаются. А логопеда возможности нет нанимать? Да, сейчас очень дорого. Сейчас вот на одного ребенка, если одно занятие, 100 тысяч, а там курсы, там 10 или сколько-то курсов надо. На двоих детей это 200 тысяч, считайте. Вот один курс, там 10 занятий, это уже сколько. Поэтому я же живу только на пенсию, как-то распределяю, да, вот если это я сделаю, то мне на это не хватит, мне еще надо кредит оплатить, поэтому я вот список делаю сразу, что можно купить, что нельзя купить. Еще коммунальные услуги, допустим, вот, да, людям, вот, допустим, не людям с инвалидностью, у кого есть в семье инвалиды, мы же живем на пенсию, да, по инвалидности. Хорошо, вот я пенсию получила, я все, пошла, коммунальные услуги оплатила, а на что мне жить целый месяц? Какие-то льготы хотя бы были бы, вот на это тоже было бы хорошо. Хотелось бы. Размер этих пособий очень низкий. Вот на 500 тысяч, на 700 тысяч, ну как прожить? Детям такой же Да, размер? Да, такой же. Операция этот стоит, к примеру, десятки миллионов. Откуда он возьмет? Хотя у нас дети должны лечиться бесплатно в социальном государстве. Но есть такие операции медицинские, которые у нас не делаются. И надо за рубежом, выехать за рубеж, чтобы полечиться. Это сложности, очень большие сложности. Поэтому много объявлений,
социальных сетях и так далее. А вы чем вообще занимались до этого по профессии? Я вообще работала воспитателем в детском саду. За детишками смотрела. Но я еще успела, сейчас вот недавно, когда их отводила в школу, бежала на курсы. Я бесплатные курсы закончила на нейл-стилиста. Маникюр, педикюр. Вон я сертификат, кстати, получила недавно. Но у меня пока нет возможности работать из-за того, что нужны же инструменты. Лампы, фрезы, вот это вот все, лаки, базы. А так я не сижу, я думаю, как-то все равно, чем вот так вот сидеть, нужно что-то делать, нужно двигаться как-то. Я вообще вот встала, да, у меня вот тупик. Я ни туда не могу, ни сюда не могу, никуда. Из-за них я ничего не могу делать. Потому что я утром бегу, отвожу их в школу, потом мне нужно быстро кушать приготовить, чтобы свежие они пришли, поели. Бегу за ними, забираю их со школы, привожу домой, кормлю. И вот у нас вот так вот каждый день вот эта вот рутина, да, кручусь, верчусь как могу. Но при этом еще успела вот 2 месяца походить на курсы. Потому что думаю, ну хоть какая-то, может быть, копейка будет у меня. Ну да, ну молодец. А сколько стоит это все оборудование? Я не знаю, сколько это нужно все подсчитывать, потому что там сухожаровой шкаф, вот это инструменты нужно стерилизовать, эти лампы, потом фризер, вот это вот все. Так что вот я думаю, не знаю пока. Но я закончила курсы это. Думаю, здорово. Может быть, как-то что-то получится, потом буду как-то хоть 1-2 клиентов возьму, какая-то копейка будет, чтобы не сидеть просто так дома. И тут рядом, чтобы вот с ними, чтобы я не смогу где-то там работать. Может, кому-то на дом буду ходить, может, ко мне. Но хотя здесь одна комната, как тут, я не знаю, не получится, наверное. Может, сама буду к кому-то ходить. Ну. Но для этого нужно, конечно, приспособления вот эти вот все. Вот так вот мы и живем. К вопросу о деньгах. Дом у вас в аварийном состоянии, насколько я понимаю. И да, нет ли такого, что, в принципе, если дом принадлежит человеку с инвалидностью, выделяется новая жилплощадь? Да, но он ей не принадлежит, она же как дом на мне, а это мой ребенок. В этом случае как бы... Ну, вроде говорят, нет. А что с домом у вас? Внизу много родниковых мест. И здесь постоянно сырость, еще плюс гора. Ну, гора-то она как стояла, сколько лет так и стоит, но дожди, вот это все сказывается, она потихоньку осыпается. Причем так хорошо осыпается, что разрушает. Ну, вот в этот раз разрушила часть крыши. Стену выбивала как-то, да, мы восстанавливали тоже с той стороны. Поэтому, когда снег, град, точно, Диана, мы стараемся, в комнату у нее там, она требует свою комнату. Вот мы как-то выделили там, устроили, но там чуть-чуть опасно, такие моменты. Стена смежная с горой? Там небольшой промежуток, поэтому это не помогает. Ну, а что будет, если он окончательно разрушится, как думаете? Ну, когда нам делали ремонт вот в этих 2 помещениях, потому что тут было до такой степени, вот так проходишь с одной комнаты в другую, там прям падает от каждого этого шороха. Нам тогда мастер сказал, этот ремонт, 4-5 лет, потом надо сносить и строить по новой. То есть на время это все, вот он так по состоянию. И он дает же осадок, вот видите, даже когда заходишь, если заметили, как будто это такой небольшой подъем, да, потому что это оседает. Я же говорю, как могли, что сделали, но это все временно. Это у нас девочка с Намангана. Она у нас тоже такая хрупкая-хрупкая, мы ее еле-еле обнимаем, да? Но она у нас очень любит рисовать, да? Такая сладкая девочка, бабочка наша, да? Ощали. Такие они у нас хрупкие-хрупкие, но такие открытые и веселые, да? Там у нас наверху для врачей кабинеты, здесь у нас процедурные, здесь вот перевязочные средства их. В общем, все для деток, чтобы было весело, чтобы не хотелось отсюда уезжать. Это наша столовая. Это вот наши девочки. У нас вообще команда набиралась, чтобы были открыты душой, веселые и любили всех наших, да? Это к нам приехали с Намангана. Это девочка-рыбка. Это вот маленькая рыбка у нас такая, Масечка. Шалом, декой. Мана какой колем была?
Здесь вот наши ванны. Это озоновая ванна. То есть они здесь ложатся, сюда пускается озон. Это вот ванны, которых они принимают тоже. В общем, все для деток. Все очень удобно, красиво. Нравится им. И нам нравится, что они после этого такие. Что это облегчает им жизнь, скажем так. Потому что, к сожалению, это неизлечимые заболевания. Они с этим живут, а мы им помогаем. Здесь вот детская. Дети очень любят здесь проводить. Потом у нас сейчас совместно с Bonum Factum мы проводим арт-терапию. Они здесь рисуют, собираются. Телевизор, интернет подключен, то есть они могут любые каналы поставить, которые им нравятся. В общем, дети очень любят сюда приезжать. Тем более есть такие патологии, которые вообще раз в 3 месяца обязательно приезжают и проходят здесь лечение. Такие тяжелые детки, как вот Нигина, которую я показала с Намангана. То есть они как бы вынуждены почаще здесь у нас. Здесь у нас комната, которая предусмотрена для инвалидов, которые вообще не встают. То есть кровать, она вся такая. И здесь и душевая ванна. Все здесь предусмотрено тоже для инвалидов. Все сделано с учетом. В чем, как вы думаете, такой фокус, что, как правило, такими вещами занимаются, ну вот как раз-таки ННО? То есть это не коммерческие организации? Это мировая практика. Во-первых. Почему не государство? Невозможно, чтобы только государство, потому что обычному чиновнику, которому пошла Гузалипа, эта тема неинтересна. А Гузалипа кого представляет? Она представляет пациентов и семейное сообщество пациентское. То есть даже между кабинетом Минздрава и между пациентами уже есть посредник. Посредник кто? Социально активный гражданин, который взялся представлять их интересы, руководить даже теми возможностями, которые дает Минздрав. Потому что просто мама пациента не пойдет и не будет это делать. И за ребенком смотреть, или по кабинетам ходить. Даже наша ситуация, да? Минздрав бы закупил вот эти перевязочные средства. И по своей линии раздал бы. Да, и раздал бы. И что? Человек получил вы просто не представляете, по каким кишлакам и куда мы, в какие деревни ездим. Ну, это система, про которую вы рассказываете, получается, в обратную сторону она не работает, нам помогает выявлять, но она не помогает доставлять. Доставлять уже помогает. Почему? Когда у нас есть средства, мы это быстрее доставляем. Но в этом году мы добились того, что сам центр дерматологии централизованно развез. Например, по областям, да? Что делать в области? В области врач, обученный нами по булезному эпидермолизу, по гинодерматозу, принимает данные средства и расписывает конкретно, индивидуально на каждого пациента. Как раз-таки по мере необходимости, по его состоянию здоровья. Ничего лишнего или ничего ненужного он ему уже не даст. Дальше кому он эти данные передает? Своему социальному работнику. Социальным работникам они едут, отдают, подписывают все документы. Дальше что делает? Врач уезжает, свое дело сделал. Социальный работник сам опять показывает все новинки, которые пришли в государственной поддержке, да, в этой коробочке волшебной. А их там много, этих коробочек, потому что это перевязочные средства. Вот если вы визуализируете на одного буниода, сколько коробка до потолка, вот коробки, да, считайте, в этих коробках уникальные средства, их надо правильно, опять же, использовать. Кому не лень это объяснить, соцработнику не лень. Он сядет, он объяснит, он перевяжет, с мамочкой поговорит по душам, узнает, что у ребенка суицидальное настроение, тут же позвонит психологу. В принципе, у нас по булезному эпидермолизу только это работает, а это должно везде работать, по любой болячке. И ресурсами человеческими для этого Узбекистан обладает. Вот для чего нужны соцработники. Армия соцработников нужна. Их надо всячески стимулировать, тиражировать, их надо рекламировать, их надо уважать. И вообще престиж поднимать социальных работников. Это очень важно. Как это героизация, говорят же? Когда идет героизация, то, соответственно, и у людей появляется и стремление, что если у кого-то есть, да, почему я не могу так же себя проявить? Ну, так же, как и мы. Мы сначала денежкой стимулировали наших соцработников. Когда даже у нас были моменты, мы не могли им платить, так они бесплатно звонят, мониторят, узнают. Да, Бунёду вот этого не хватает, Хуршиду этого не хватает, все, Камоле.
улучшение этого. Это уже целая армия работников, которые обучены, подготовлены, прошли психологические мастер-классы, знают свой регион, они знают все там 14 районов своей области уникальной. Это готовые сотрудники. Они, во-первых, вообще без работы никто не остается. Даже в период, когда мы им не можем платить. Да. Они все трудоустроены. Во-вторых, я считаю, что да, они должны в какой-то службе уже служить. А этой службы нету. Где эта служба? Ее надо построить. Можете перечислить основные проблемы с детской инвалидностью? В чем сложности у нас сейчас как в обществе, в государстве? В системе, да, в наверное? Системе, да. Да. Если считать на государственном уровне, это очень мало программ и не налажена система по развитию ребенка. Я не говорю отсутствие, нет. Это не отсутствие, но для недостаточно. Такого населения, для такого количества детей это недостаточно. Это недостаточно. Мы должны понимать, что количество детей с инвалидностью, она меньше не станет. С учетом цивилизации, урбанизации, развития, очень много факторов, которые так и будут способствовать появлению этих детей. Ну, это факт, неоспоримый факт. Даже самые развитые страны. Ну, мы в этом списке не первые, не последние. То есть это общемировая тенденция. Мировая тенденция, количество их меньше не станет. Поэтому социальная служба поддержки детей, она должна работать. Именно программы на государственном уровне, как я сказала, начиная от раннего возраста, а этого у нас недостаточно. Программы, обучающие программы, программы по повышению компетентности и профессионализма соответствующих специалистов, которые должны этим заниматься. То есть мы должны в корень смотреть проблему. Я в части здравоохранения о профилактике не буду говорить. Да, это профилактика рождения, это скрининг, да, проводимый. Это само собой, это в части здравоохранения. В части социальной помощи, да, и ведения, сопровождения этих детей, вот я начну вот именно со службы ранней помощи. Это должно быть. Дальше, преемственность структур. К сожалению, у нас страдает преемственность структур. Вот ребенок достиг военного возраста, он пошел в детский сад, затем пошел в школу, потом среднее образование и высшее образование. Вот этой преемственности нету, потому что, соответственно, и условий соответствующих нету. Несмотря на то, что при строительстве новых зданий и сооружений ставятся условия, определенные нормативными актами, о доступности, о создании доступности, физической доступности этого учреждения для всех категорий лиц. К сожалению, этого нету. Вы можете зайти в соответствующее учреждение, любое учреждение, которое не работает в области, скажем, лиц с инвалидностью, да, к примеру. Не так-то просто зайти туда. Да. Это и соответствующие пандусы, и поручни, и коридоры широкие, куда бы можно было зайти, и лифты, куда бы можно было зайти человеку в коляске, плюс с одним хотя бы сопровождающим. Да? Таких условий нет. Хотя это все в нормативных актах указано, это не всегда выполняется. Соответственно, ребенок, даже если пошел в общеобразовательный, скажем, детский сад, дошкольное учреждение, потом ему в школу идти. Если не будут у нас программ, условий, соответствующих для обучения ребенка в школе, далее школу заканчивает высшее образовательное учреждение. Если там нет условий, как ребенок будет развиваться? А у нас-то цель его развивать, чтобы он был полноправным членом общества. Вот эта преемственность у нас тоже отсутствует. Проблемы общественности, вот этих разъяснительно-просветительских работ. Это у нас тоже очень большая проблема. Далеко ходить не надо. Просто если вокруг соберете круг своих, скажем, знакомых, друзей, да, если 10 человек соберется, ну, это факт. Из них могут быть 3 толерантные к этому вопросу. 3 будут совершенно, или 4 будут отрицать, будут говорить, а зачем это нужно? Остальные могут быть просто без какой-либо информации, да, неосведомленные, к сожалению. Поэтому процент людей, которые понимают этот вопрос, который поддерживает, который пытается упростить, так скажем, ладно, не улучшить, упростить жизнь детей или людей с особенностями, это очень маленький процент. Поэтому ведомство, которое курирует социальную службу, оно должно на это обращать внимание. Вот этот стереотип медицинской модели, что детей с нарушениями развития или вообще людей с особенностями, да, все надо лечить, лечить, лечить. Вот это надо уже
понимать. Я еще раз повторюсь, я это везде говорю, я врач. Я вроде бы должна и лечить постоянно, да, но работая в социальной службе, я понимаю, что это не дает желаемого результата. Да, лечить надо. Есть категории, которые постоянно на определенных препаратах находятся, да. Это противосудорожные, это различные бронхолитики и так далее, и так далее. Я об этом не говорю. Но постоянное, как у нас и менталитет такой. Большинство родителей хотят, чтобы дети постоянно уколы получали, капельницы получали. Мы им объясняем. Так дело не пойдет. От этого вашему ребенку лучше не станет. С ребенком нужно заниматься. Причем заниматься нужно каждый день. Уколы не получают каждый день или капельницы, да? Да, базовую терапию в виде препаратов, да, они пьют. Но развитие ребенка в большей степени еще зависит от родителя, потому что он должен заниматься с ним по развитию, и тогда он получит результат. А если родитель полностью оставит занятия на специалиста, так скажем, педагога или психолога и так далее, а сам дома не будет продолжать эти занятия, результата будет намного меньше. Ну, большой труд. Да. Это большой, это сложный, который требует эмоционального напряжения, да. Поэтому родителям тоже несложно. Здесь с родителями тоже нужно работать. У них выгорание идет очень быстро. Они тоже устают, потому что они и работают, они должны обеспечивать семью, они должны сами быть социализированы. Это тоже другая проблема. Проблема родителей детей с особенностями. Что самое сложное для вас, как для матери? Да не знаю, мы же так ко всему привыкли. Ну, как-то зарабатываешь. Не знаю даже, что сложно. Ну, конечно, больше всего сложно смотреть на то, что как она переживает, когда были вот эти ее возрастные, переходный возраст, что вот она будет одна, что она никому не нужна, жить не хочу, и до такого доходила. Это было самое сложное, по-моему. Остальное все можно. Ну, вы так на позитиве в целом. Да, что делать? Да, настроили уже себя так. Ну, пока я справляюсь, я смотрю за ними. Ну, дальше-то они будут физически расти, они же уже будут большие. Я не знаю, как я дальше буду справляться. Потому что они с каждым годом растут. Сейчас вот им 14, 15, 16, 18. Дальше что будет, я не знаю. Насколько у меня здоровья хватит, терпения. Это с ними же. Это так кажется, что это легко. А на самом деле вот так вот каждый день вот с этой проблемой жить очень тяжело, очень. Ну, по сути, за столько лет это и себе как-то свое время не можете уделять, да? Нет, конечно, я только с ними. Я только с ними. У меня личное ощущение было такое, что я плыву через океан. В одной руке у меня ребенок и одна рука для того, чтобы переплыть. Остановиться не могу, утону. Если я утону, ребенок, никто не защитит его. И мне нужно было плыть, плыть, плыть. Сил не было плыть. И опять-таки разбивалась, собиралась. Я знала, если не я, то никто. И дальше плыла. Это было сложно, очень сложный путь был. Сейчас, благо, уже есть отработанная система. Я уже понимаю, куда мне плыть. Есть силы. Работала, поднималась. Он придал мне сил. Наверное, то, что я сейчас достигла в карьерной лестнице, в профессии своей, это только для него. Для меня это не было нужно, но я понимала, что и для него мне нужно подниматься, для того, чтобы его поднять. Психологической помощи больше нуждаются родители и семьи, чем они сами. Они привыкли жить с этой болью, с этой проблемой своей. Больше всего тяжело семьям, потому что всегда тяжело родителям, правильно, видеть своего больного ребенка. Вообще, в целом, вам, скажем, как матери необычных деток, чего не хватает? Вот чем бы государство могло больше помогать вам? Первое, я объяснила то, что мне бы хотелось, конечно, чтобы для таких деток были реабилитационные центры, чтобы с ними занимались логопеды, психологи, потом физическое, допустим, там, плавание какое-нибудь для них. Для них вот физическая нагрузка нужна, футбол там какой-нибудь. Как-то их надо развивать, чтобы они не сидели дома, а двигались вот в социуме, да, общались с детьми, с людьми. Вот. Потом еще льготы какие-нибудь для них. Вот мы ездим в автобусе, да, со школы. Я показываю удостоверение
У них вторая группа инвалидность. И мне говорят, это удостоверение не подходит. В автобусе не оплачивается только первая группа инвалидности, у вас вторая группа. Вы оплачиваете, мне приходится платить за них и за себя. Хотя бы какие-то льготы были бы для инвалидов. Но в метро, оказывается, вот это вот удостоверение я показываю, нормально проходим, нас пропускают. А в автобусе, оказывается, только первая группа инвалидности. И хотелось бы, конечно, чтобы в школу, вот, допустим, я их сама отвожу, привожу, выделили автобус. Вот так вот, чтобы деток вот таких вот району, привезли. Да, чтобы вот так вот я не ездила туда, привезли в школу их и обратно. Такое я слышала, что есть, оказывается. Должно быть вообще-то. Я читала в интернете, что в каждой школе должны быть свои автобусы. Но я не знаю, когда это вступит в силу. И вообще, будет это или нет. Наверное, осознанность, увеличение осознанности людей, детей, в школах проводить работы, беседы о важности, о правах детей с особенностями. Потому что все думают, что его ребенок имеет право быть, что особенный ребенок должен иметь другие условия. Но это не так. Я тоже хочу, чтобы мой ребенок было у него детство, имел возможность играть в общей площадке, учиться, дружить. Вот эта работа, она очень важна. Потому что здесь, конечно, социум, он может помочь, но сейчас больше, получается, он вредит. Поэтому нужно больше об этом говорить, изучать, осведомлять людей и больше создавать вот центров, потому что здесь нужно именно заниматься. Несколько советов, может быть, дадите родителям? Ну, во-первых, я бы хотел дать совет о том, что в любом случае, если какой бы ни родился у вас ребенок, это ваш ребенок. Это ваш крест, который нужно пройти достойно. Потому что вы одну вещь должны понять, что кроме вас у этого ребенка не будет человека, который будет любить так, как вы его любите. Мы воспитываем собачек, там, кошек, а тут ребенок с инвалидностью. Неужели он ниже даже этих животных? Поэтому я бы советовал бы мамам терпения, во-первых, а во-вторых, обучаться, как себя вести с ребенком с инвалидностью, как пройти этот путь, как пройти вот этот тяжелейший путь, но надо его пройти достойно. Это все-таки человек, а в каждом человеке есть частичка Бога, его душа. Вот как мы к нему отнесемся, так мы и отнеслись и к Богу. Что самое ты хотела больше всего в жизни? Быть здоровой и счастливой.